Привет, мои хорошие! С вами Лера Лютик. На моем канале Лера Виноградова я рассказываю о жизни Польши, показываю Краков, показываю свою жизнь, провожу стримы. Так что обязательно подписывайтесь, если вы на канале в первый раз. Я знаю, что огромное количество вас смотрит меня без подписки, но это же не дело. Вы же так можете пропустить новое видео, пропустить стримы. Вот через несколько дней выйдет видео про маленький польский город, где даже я была шокирована, как он выглядит. А если вы не подписаны и не поставили колокольчик, то вы же можете его пропустить. Не только в Польше, но и в моей жизни происходят различные события, связанные с этой страной. В прямом эфире их можно наблюдать у меня в Инстаграме. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь. Там у меня тоже блог о моей жизни здесь, и все в таком реальном времени, и мои искренние, свежие эмоции. Но также я еще провожу стримы, где отвечаю на ваши вопросы и рассказываю о своей жизни, о том, что происходит. Мы с мужем моим совсем недавно подали документы на карты по быту, потом на денежную помощь, чинили велосипед, катались вот по польским маленьким городам. И все это так интересно и хотелось бы обсудить, что я думаю, проведу стрим в эту субботу или воскресенье. Я буду отвечать на ваши вопросы, что вы пишете в чате, поэтому обязательно приходите. Анонс будет и в Инстаграме, и здесь в Ютубе. Ну и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить, когда он начнется. Так что исправляйте эту ситуацию, и мы начинаем. Дело в том, что первую часть этого видео я записываю уже второй раз, потому что в первый раз не записался звук. Работаю, короче говоря, в таких сложных условиях, поэтому надеюсь на вашу поддержку и лайк за мои труды. Если вы живете в Польше, то наверняка я вас не удивлю, если скажу, что тут очень много диких животных прямо в городах. Вот мы, люди и дикие животные, живем в соседстве друг с другом. Например, Краков и другие большие города постоянно атакуют джики. Джики — это дикие кабаны, которые целыми стаями, семьями атакуют детские площадки, мусорки и жилые кварталы. Их тут даже специально отлавливают и увозят в дикую природу, где им и место. Подписчики мне как-то писали, что на берегах Вислы в центре Кракова возле Вавеля можно встретить, например, оленя, который заблудился. А я лично видела в старом городе хорька, который бегал и прятался под машинами. Тут даже у машин специальные сигнализации, такие ультразвуковые, чтобы животные не забирались под капот и там не оставались спать. Но больше всего животных в дикой природе, в различных национальных парках, различных заповедниках и, конечно же, в горах. На популярном маршруте на Морское Око все туда ходят. Мы с мужем все никак не дойдем, то погоды нет, а то времени нет. Но туда ездят каждый день тысячи поляков, особенно летом в выходные. И постоянно встречают там диких животных, в том числе оленей, которые приближаются к людям, потому что люди их подкармливают. Но нам нужно не забывать, что эти животные дикие, потому что вот какая ситуация была. Олень вышел на тропу, люди, путешественники его увидели, начали подходить, фотографироваться, пытаться его погладить, и маленького мальчика, ребенка, олень вот так вот головой прям ударил. Конечно, статья называется очень кликбейтно «Олень напал на мальчика», но я бы не сказала, не назвала это прям совсем таким диким нападением, но все могло закончиться еще хуже. Поэтому всегда помните, что дикие животные, они на то и дикие. И пишите в комментариях, кого вы встречали в Польше. Может быть, вы вообще встречали когда-нибудь в горах или где-то в лесу медведя, потому что, я так понимаю, это тоже очень распространено. Прям оленя такого шерстяного на 4 лапах я никогда не встречала в Польше. Хотя встречала немного другой вид оленей, и эти олени обычно ездят на дорогих машинах. К чему это приводит? К авариям и, к сожалению, к смертям. В Польше есть такая каршеринговая компания, которая называется Panek. У них доступны к аренде и обыкновенные автомобили, и они постоянно пополняют линейку каких-то дорогих, люксовых спортивных машин. Так у них появилась в доступе Audi TT, причем не новая, 2001 года, если я не ошибаюсь, и она сгорела в первые же сутки использования. Что произошло, пока непонятно. Компания Panek сообщает, что человек, который ехал, он нарушил ограничение скорости. Там, где можно было ехать всего лишь 80 км в час, он разогнался до 170. То есть примерно он превысил скорость в 2 раза. Но почему загорелась машина, пока непонятно. Люди в интернете говорят, что таким заявлением о превышении скорости компания Panek пытается замаскировать то, что машина была неисправна и случилось самовозгорание. Но как бы там ни было, я не понимаю, почему на самокатах арендных есть такая вещь, как ограничение скорости, а почему на арендных машинах ограничения скорости никакого нет, там, где оно должно быть. Такая ситуация с дорогими машинами уже не первая в истории компании Panek. Например, в декабре был такой случай, когда у них появился Porsche Cayenne, и в первый же день человек на нем разбился. Там потом выяснилось, что вроде бы виноват был не он, а другой участник ДТП, другой водитель, но водитель Porsche Cayenne был за рулем пьяный. Короче говоря, все это наталкивает на интересные мысли и рассуждения о том, кто вообще пользуется такими дорогими машинами в каршеринге и уместно ли вообще иметь каршерингу такие спортмашины. Скорее всего, это люди, которые не могут позволить себе купить такую машину, но им очень хочется почувствовать скорость, мощность, погонять, и часто они не рассчитывают свои силы и попадают в ДТП.
Вообще с дорогами в Польше все интересно, но не так необычно, как следующая новость. А заключается она в том, что в Польше появится асфальт с ароматом цветов. Да-да, цветов. Ставьте лайк, если вы тоже удивлены, так же, как и я, когда увидела эту новость. А что же за цветы? Все дело в том, что когда асфальт... А что это за поз? Лютик, мы же снимаемся, но надо же как-то себя поприличнее вести. Все дело в том с этим асфальтом, что люди, которые работают и укладывают асфальт, они сталкиваются с очень неприятным запахом от испарений вот этого асфальта. Они безвредные и очень неприятно пахнут, и поэтому одна из компаний решила разработать такой асфальт с запахом цветов, чтобы работникам было хорошо и комфортно работалось. Интересно, да? Это вообще какой-то новый уровень абсолютно заботы о сотрудниках своих, можно так сказать. Не знаю, насколько это будет широко применяться, будет ли это популярно, но, тем не менее, вот такое изобретение есть. И опять же, не знаю, поэтому или по какой-то другой причине, но Польша и вообще ЕС очень популярна у тех людей, которые хотят здесь работать. Но, к сожалению, со всеми этими карантинами и закрытыми границами люди частенько прибегают к тому, чтобы оформлять поддельные документы. Я вас призываю ни в коем случае таким не заниматься, потому что вот произошла такая ситуация, что 32-летнего украинца задержали пограничники с тем, что у него было поддельное разрешение или приглашение на работу. По этому приглашению он даже получил в Украине визу, по которой собирался въезжать, но когда пограничники начали проверять, то оказалось, что это все поддельное. Что с ним сделали, не сообщается. Я так предполагаю, что, скорее всего, его депортируют и, возможно, даже оштрафуют на какую-то хорошую сумму. Поэтому, если вы даже получили визу по каким-то не очень чистым документам, это вообще не гарантирует того, что вы нормально, спокойно въедете в Польшу и не будет у вас никаких проблем. Призываю никого не пользоваться, ничего не подделывать, потому что это все может закончиться вот так печально, что вас депортируют, потом вы вообще хрен сюда въедете, когда-то получите визу, еще и штраф получите. Кстати, Лютик принимает такие интересные положения, это все потому, что у нас очень холодно, и только на моих руках, обернувшись в мой кардиган, ему тепло, ему хорошо, ему приятно, посмотрите на это довольное лицо. Даже не знаю уже, как его держать, и что это вообще за позы для сна, такие интересные. Ну и пришло время нашей неизменной рубрики про уколы. Я бы, честно, вот правда, очень бы хотела, чтобы эта ситуация уже наконец закончилась, и у нас не было этих новостей, чтобы не было никаких карантинов, закрытых границ, новых волн, паспортов, в общем, всего этого. Но, к сожалению, это наша реальность, в которой мы живем. Не видно ни конца, ни края, чтобы это все заканчивалось, поэтому эта рубрика, судя по всему, с нами надолго. Адам Недзельский, министр здравоохранения Польши, подтвердил ту информацию, что Польша уже начинает укол по третьему кругу для определенных лиц. Для тех людей, у которых, например, ослабленный иммунитет, они будут получать уже не только вторую, но и третью дозу укола. Я не врач, я особенно в этом не разбираюсь, но из того, что я вижу, что происходит вокруг, я думаю, что не только для людей с ослабленным иммунитетом будет это третий круг, будет и четвертый круг, и пятый круг, и будет это, в принципе, как и с уколами от гриппа, например, да, которые нужно делать каждый год. Но хочу объяснить, кого это третья доза, кого она касается сейчас. Это те люди, которые лечатся от рака, те люди, которые пережили трансплантацию органов, а мы знаем, что когда органы трансплантируют, не знаю, там со всеми органами или нет, то люди часто принимают такую иммуноподавляющую терапию, чтобы иммунитет не отторгал орган, который ему пересадили. Соответственно, у них нет иммунитета, им нужна дополнительная защита. Также люди, которые имеют различные заболевания, которые связаны с иммунодефицитом, люди, которые запустили или не лечили свою ВИЧ-инфекцию, люди, которые находятся на диализе, которые имеют почечную недостаточность, или люди, которые принимают длительное лечение кортикостероидами или другими веществами, которые подавляют иммунитет. Короче говоря, обычных людей это, скорее всего, не касается, только пока касается людей, которые находятся в особенной группе риска, которым и иммунитету которым нужна дополнительная защита. Ничего удивительного, вполне, по-моему, ожидаемо. Непонятно, правда, когда эта третья доза будет касаться уже и обычных людей. Мне кажется, что где-то через полгода, если все будет так, как сейчас, и не будет каких-то новых штаммов, новых оборотов, не знаю, чего-то еще, надеюсь, не будет. Пишите в комментариях, как думаете вы. Вот, Лютик ни о чем не думает, у Лютика все хорошо, он спит, ну а нам с вами приходится переживать о таком. Так что да, пишите в комментариях, как думаете вы, какие прогнозы, когда пойдем колоться в третий раз.
Политики в Польше тоже, и везде в мире, они не принимают никаких решений без того, чтобы посоветоваться со своим электоратом и проводить различные социальные опросы. Поэтому социальным опросам можно доверять, потому что эти компании получают очень большие деньги, и их результаты таких исследований используются различными компаниями, а также политиками. И вот проведено очередное исследование, где опрашивали поляков, как они относятся к тому, чтобы вот этот укол стал обязательным. И что вы думаете? Мнения разделились. 42% поляков считают, что да, уколы должны быть обязательными. И еще ровно 42%, там разница в 0,2%, считают, что они не должны быть обязательными. И только у 14% опрошенных нет мнения по этому поводу. И из этой новости как раз вытекает то, что заявляет президент Польши Анджей Дуда. А он сказал, что он против того, чтобы прививки были обязательными. Вы удивлены? Я скажу честно, нет. Все логично. Единственное, что меня смущает, конечно, это то, что очень похожа его позиция, например, на позицию Владимира Путина, который вроде бы заявляет, что я против того, чтобы это было обязательным, но при этом он заявляет, что, ну, понимаете, это на местах перегибают, вот там губернаторы и другие местные власти, и они делают эти уколы обязательными, а я лично, я против, ну что, я же не могу пойти против них. Мне кажется, подобную стратегию выбрал Анджей Дуда. Скорее всего, это связано с тем, что его электорат — это как раз люди старшего возраста, более религиозные люди, которые, судя по тем графикам, которые мы смотрели в предыдущих новостных выпусках, то за него голосуют как раз те, кто не особо хочет делать уколы. Поэтому с его стороны, как президента, сделать уколы обязательными, это значит распрощаться с доверием многих своих избирателей, а он на это не пойдет. Но зато могут пойти на местах, могут пойти в Сенате, могут принимать законы относительно людей, которые не имеют укола, что, собственно, и делается, например, сейчас на рассмотрении находится такой законопроект. Согласно ему, если он будет принят, конечно же, работодатель сможет отправить работника, у которого нет укола, в неоплачиваемый отпуск. Ну, в отпуск на свой счет, простыми словами. То есть, получается, работодатели смогут запрашивать информацию о том, есть ли у человека укол, проходил ли он эту процедуру, и если его нет, то работодатель может иметь право, например, перераспределить работника в какое-то другое подразделение, либо же вообще отправить его в отпуск. И есть у меня такие предположения, что, возможно, этот законопроект или какой-то подобный будет принят. Возможно, не в такой жесткой форме, возможно, с какими-то другими формулировками, но это все будет, от этого никуда не деться, и это наше будущее, к этому нужно быть готовыми, несмотря на то, поддерживаете вы это или нет. И способы могут быть разные, например, вот перевозчик Delta Airlines, он уже решил, что люди, которые не имеют укола, они будут платить высокую страховку, которая будет составлять $200 в месяц. А как они это аргументируют? Ну, все просто. Человек, который не прошел эту процедуру укола, он подвержен тому, чтобы, скорее всего, заболеть. А в нормальных вообще страховых системах, где угодно, если у тебя повышенные риски, например, повышенные риски, что твой дом сгорит, или что тебя затопит, или что ты заболеешь, или что ты разобьешься на машине, то страховка для тебя выше, ну и то же самое, в принципе, вот с этой страховкой по здоровью, когда получается, что уколоться дешевле, чем это платить и это выносить. Но, скорее всего, по моему скромному мнению, Польшу не ждет такой вариант развития событий, как, например, в Италии, где с 1 сентября у них новые вообще правила использования этих сертификатов, которые подтверждают, что они не болели или имеют укол. И теперь без них они не смогут, например, ездить на поездах, садиться в самолеты. Также они не смогут без такого сертификата, например, посещать столовые, рестораны, музеи, кинотеатры, тренажерные залы, парки развлечений, спортивные состязания, ярмарки. Ну, короче говоря, человеку, у которого нету документа о том, что он не болеет сейчас или у него есть укол, он не сможет просто ходить куда-то, кроме улицы и, наверное, продуктового магазина. Но, скорее всего, в Польше такого пока, по крайней мере, не будет. Пишите свои мысли в комментариях, пишите, что вы думаете на этот счет, насчет всех новостей. Я все читаю, очень часто отвечаю. Также пишите по поводу стрима. Интересно, неинтересно, планируете прийти. Может быть, у вас есть какой-то вопрос или тема, которую бы вы хотели, чтобы я обсудила или раскрыла. Тоже пишите, ну и приходите на стрим, пишите там в чате. Я стараюсь отвечать абсолютно на все вопросы. Если у вас что-то есть, если вас что-то интересует, что угодно, на любую тему, приходите, я буду рада. Мы с Лютиком говорим вам пока, машем ручкой. Он тут немного уснул под мои рассказы. Надеюсь, с вами не произошло то же самое. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. И пока, до новых встреч!